Zombie apocalypse. Hello everyone, guys, this is Not Okay Gaming here. Welcome back to the channel to another music reaction video. Всем привет, ребята, с вами Танёкс. Добро пожаловать обратно на канал на следующую музыкальную реакцию. Сегодня у нас Architects, 7-й трек альбома For Those That Wish to Exist, Flying Without Feathers, что в переводе на русский язык полет без перьев. Опять же, седьмой трек. Сразу приступаем, без всяких разбирательств. Будем по ходу смотреть, слушать, анализировать. И полетели, в принципе. Можно уже начинать. 3, 2, 1. Стартуем. Старт с чистым вокалом. Опять же, сколько раз говорил про архитектов, вот именно, по крайней мере, этот альбом, каждой песне какая-то новинка. Здесь не исключение. Опять же, такой старт в стиле поп даже больше, правильно? Вроде кажется, причем тут рок-песня вообще... Причем тут вообще архитекты и ихний стиль, как бы, но... Я думаю, что сейчас мы все услышим. То есть... Каждая песня какая-то новинка. Это уровень. Поехали. А ну? Ну, должно быть. То есть, просто, опять же, зная этих ребят, ты знаешь, даже с таким, как говорится, интро, с таким медленным поп-иш, да, можно сказать, интро ждешь взрывного припева какого-нибудь, потому что славятся эти ребятами крутыми, супер взрывными припевами, но здесь пока похоже просто вот такая медленная баллада, да? То есть у каждой группы, то есть в каком-то любом альбоме вы одну, может быть даже две песни найдете именно чисто баллады. Потому что, опять же, это все в корзину с разнообразия. Баллады, это тоже украшение, это тоже отдельная такая часть искусства, как бы есть группы, которые славятся именно конкретно на балладах, там можно перечислять много их, но даже у самых жестких хардкор групп, там Melodic Death Metal, альтернативщиков, просто хард-рок групп есть
баллады. Мы можем, говорю, перечислять Disturbed, можем перечислять... Кого мы можем перечислять? Да кого угодно. Металлику, что хотите, то перечисляйте. То есть примеров практически у каждой суперизвестной группы есть баллада. И здесь не исключение. Поехали. Поехали, поехали. Это такая успокаивающая мелодия на засыпание. То есть, почему бы и нет? Почему бы и нет? Имеет место быть на... Может, кому-то это не понравится, опять же. Кому-то это может и не понравиться, потому что все привыкли архитектов, их такой стиль, да, с динамичными куплетами, с динамичными припевами, с гитара, барабаны, просто все на таком сильном уровне, на динамичном, что непривычно слушать именно вот такую вот историю, какая-то история повествования, лирическая история повествования баллады. Интересно. Как альтернатива, я же говорю, в каждом альбоме, ну, практически 90%, ну, есть такая история. Тем более в современных тенденциях, последних альбомах всех хороших и популярных, и не только хороших. А какие еще не бывают группы, кроме как хороших, а? Какие еще бывают? Нехорошие? Тоже сказал, называется. Это просто тренд, как по мне, современный тренд, который обязан, как говорится, соблюдать почему-то обязаны соблюдать группы. Кому-то это может не нравиться. Многим, может быть, даже не нравится. Но от этого не делают хуже, как сам коллектив, потому что я уже миллиард раз повторил, что исполнители и группы, и вокалисты, которые поют в каком-то хардкорном жанре, хардкор, павер-метал, дэс-метал, дэскор и так далее, вот спеть балладу им не так сложно. Они умеют это делать и делают это на высоком качестве, потому что вокал именно, который требуется для дескора, для хардкора, для десметалла, для паверметалла, он намного сложнее, чем вот просто спеть именно балладу. Поэтому это их и отличает от поп-исполнителей, потому что поп-исполнители на такой теме, они как бы зарабатывают деньги намного больше, да, у них это все как бы считается шоу-бизнесом, да, а здесь именно рок-тусовка немножко другая история, но это как бы напоминание, что тут всегда можно, мы всегда можем скатиться, скатиться плохое слово, мы всегда можем перейти в такой стиль, где больше именно инди-поп, чтобы нас слушало еще больше зрителей. Можно, конечно, дать пример Imagine Dragons, но там, мне кажется, немножко другая история. Хотя, может быть и немножко другая история. Что, может быть,
ради просмотров и популярности, которые мы, в принципе, и наблюдаем, если нет самых популярных в мире, то а кто еще? Именно на данный момент, то ради этого они стиль, конечно, немножко поменяли с тех времен, как они начинали. То есть, в принципе, это оправдано, да, это оправдано. Тем более сейчас в ковид времена. Но, как говорится, реалии таковы, что кто-то меняет стиль, чтобы понравиться другой аудитории, кто-то остается верен своей аудитории. Поэтому есть как есть. Поехали дальше. Дослушаем. То есть можно по-разному относиться к таким темам. Можно хейтить, можно ненавидеть, не знаю. Я думаю, это сделать не стоит, потому что следующий трек, я думаю, будет уже их нестандартный, то есть в их стандартном стиле. Не за что хейтить, ненавидеть группу за то, что они решили записать в альбоме одну балладу. Это, мне кажется, неразумно. И это, мне кажется, ошибка многих людей и фанатов, потому что э, за счет этого банды тоже теряют какую-то популярность в том плане, что вот у них там был как определенный стиль, они его не придержались там на протяжении всего альбома и, допустим, там потеряли какую-то часть аудитории, потом или там альбом захейтили. Ну, это так не делается. То есть можно это рассмотреть как филлер, да? Можно рассмотреть как филлер. Можно. Ну, давайте будем рассматривать это как балладу именно какой-то хороший такой лирический такое отступление, медленное повествование. Будем смотреть это как балладу в альбоме. И все. Не надо считать, что это филлер, потому что филлером можно было просто что-нибудь вообще сделать такое, что как бы неохота была даже его разбирать, да. А здесь как бы, да, песня, трек. Flying Without Feathers. Я думаю... Что я думаю? Что это балладный филлер, можно так сказать. Балладный филлер. Можно и так сказать. Можно. Пишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. Тут сложно оценивать, потому что инструментала как такового практически не было. Вокал, понятно, что вокал подошел, как бы по вокалу никаких вопросов нету. Какие тут могут быть вопросы? По поводу того, что нет динамики, нет инструмента, ну, это баллада, как бы. Именно в таком исполнении, то есть даже вот в таком исполнении, да, потому что и в балладах можно инструменты хорошо поддать, чтобы гитара звучала, все мы, ну, допустим, всяких скорпионсов можем привести в пример и так далее, стиксы, скорпионсы, кто хочешь. То есть там это просто, ну, Scorpions плохой пример, потому что там большинство песен у них баллады, да, у них такое классика, да, классика, у них большинство песен баллады, и они на этом, как говорится, собаку съели, и они на этом популярность заработали.
Здесь немножко другая история, я же говорю. Здесь группа славится одним сталем, говорю, стайлом. Здесь немножко другой. Плохо это, хорошо, решать вам, я думаю. Сколько здесь просмотров? Под 106 тысяч. Вот люди пишут, что как бы the most beautiful pieces of music this band ever produced. No need to heavy... да, то есть no need to heavy guitars. То есть здесь вообще гитар не было. Вообще. Вообще. Такая вот реакция. Можно сказать, немножко смешанная, спорная. Есть, да, но есть как есть. Поэтому пишите свои комментарии, отзывы, подписывайтесь, кому интересно, кому интересен контент, кому не интересен, не подписывайтесь, никого не заставляю, лайки, дизлайки тоже принимаются, что-то. В принципе, до следующего раза, с вами был Это Не Ок, я думаю, увидимся, всем хорошего настроения, добра и здоровья. Следующий трек будет, я думаю, тоже скоро. Все жду материала, когда мне кореш подвезет или скинет с файного места, чтобы сделать именно видео по файному месту. Сейчас пока нет возможности. Так что Resident Sleeper видео Waiting Room по файному месту. Так, все, всех пока, всех обнял, всем спасибо. До следующего раза, с вами был Это Не Ок, и не переключайтесь, как говорил Андрей Малахов. В скобочках, зачем я это сказал. Пока.